Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Предлагаю вам связать вот такой вот ленточный кружево. Вяжется оно очень просто, но смотрится очень красиво. Такой ленточный кружево подойдет для вязания юбок, платьев, кардиганов. Можно просто как вставку, например, отделку, что-то вяжете. Эта лента у меня получилась широкая, поскольку я ее вязала как бы пряжу толстой, здесь 392 метра в 100 граммах. И крючком 1,5, поэтому ленточное кружево получилось такое довольно-таки широкое. У него 11 сантиметров здесь в ширину. Можно такой вариант рассмотреть, например, если какие-то теплую вещь какую-то вяжут, например, кардиган или пальто какое-то осеннее из более такой теплой пряжи, например, шерстяной. Такой вариант тоже пойдет с толстым крючком 1,75. Ну, как бы и лента быстрее свяжется, и то, что она все-таки, например, на пальто или на кардиган, такого особого тонкого ажура как бы не очень и нужно. А вот если, например, на платье, на кофту какую-то красивую, на юбку, то рекомендуется, конечно, взять крючок потоньше и ниточки потоньше. Лучше всего, конечно, ирисом вязать. Она такая поплотнее. Но единственное, вот итальянский ирисон мне когда вяжешь. Но в изделии смотрится хорошо. Он такой жестковатый, форму хорошо держит. Давайте приступим к вязанию. Это разработала Максименко Валентина. По ее, значит, мастер-классам свяжем. Давайте разберем схему. Начинается вязание с воздушных петель. Набираем цепочку из 15 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. И затем под кольцо провязываем столбики с одним накидом. Затем уже над столбики с одним накидом делаем так называемую филейную сеточку. Столбик с одним накидом, 2 воздушных петли, столбик с одним накидом и так далее по кругу. Затем мы эти филейные сеточки обвязываем столбиком без накида. А уже потом на этом ряду со столбиком без накида мы будем вывязывать по 3 столбика с одним накидом, вывязывать в одну петлю. И между ними будем вязать воздушные петли. Это 5-й ряд. Затем 6-й ряд у нас будет уже вот такие вот воздушные петли. Просто весь из воздушных петель. И 7-й ряд мы будем обвязывать эти воздушные петли столбиком без накида. И между ними вязать типа пико такой. Из цепочки из 3 воздушных петель. Давайте приступим к вязанию. Свяжем сначала основной круг, а уже затем будем вязать остальные. Как я уже сказала, для того, чтобы начать вязать, нужно набрать 15 воздушных петель. Вязать я опять тоже буду крючком 1,75, чтобы лучше было видно, и семеновской пряжей. Здесь тоже где-то 390, по-моему, метров в одном мотке. Но она все равно такая толстоватая пряжа. Делаем узелок и набираем 15 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 15 воздушных петель мы набрали. Замыкаем наши воздушные петли в кольцо. Первую воздушную петлю мы протягиваем, то провязываем соединительный столбик. Вот таким способом мы соединили. Дальше у нас будет обвязка. Далее мы в эту цепочку 15 воздушных петель провяжем 29 столбиков с одним накидом плюс 3 петли подъема. Петля подъема она тоже будет считаться за столбик с одним накидом. Тогда у нас в общей сложности получается как бы 30 столбиков с одним накидом. Делаем петлю подъема, 3 петли подъема, далее накид и провязываем сюда 29 столбиков с одним накидом. Под цепочку из 15 воздушных петель мы провязываем 29 столбиков с одним накидом. Хвостик ввязываем сюда, кладем на колечко и обвязываем его тоже вместе с колечком. И так вот весь ряд мы вяжем до конца. Всего вместе с петлей подъема у нас должно получиться вот этих 30 столбиков с одним накидом. Петля подъема тоже как за столбик с одним накидом считается. Так, 5,
так довязываем обвязываем весь круг до конца. Я почти обвязала до конца кольцо. 30 столбик с одним накидом провязан. Если как бы вам немножко не помещается, то чуть-чуть слегка вот так подтягивайте, и будет все поместиться. Далее мы соединяем. Вот, раз, два, три. Третью петлю подъема мы провязываем соединительный столбик. Все, наше кольцо мы обвязали. Хвостик у нас связался, он никуда не денется, его можно обрезать. Или можно иголочкой заправить. Далее у нас идет второй ряд. Дальше у нас идет так называемая филейная сеточка. Мы делаем опять 3 петли подъема. Раз, два, три. Затем 2 воздушные петли нашего узора. Делаем накид. Это у нас уже петля есть. Одну петлю пропускаем. И во второй провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас получается такая получается филейное такое вязание. Опять 2 воздушные петли, накид, опять одну петлю пропускаем, во второй провязываем столбик с одним накидом. И опять так же. И так обвязываем весь ряд. 2 воздушных петли, накид, одну петлю пропускаем в предыдущий ряд, следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Всего у нас вот таких сеточек должно получиться 15 вот таких вот квадратиков должно получиться. Раз, два, три, и так по кругу. Довяжем до конца. Вот я провязала 13 клеточек. Дальше 14. Опять также пропускаю петлю. 14 у меня клеточка. И 15 мы будем вязать таким способом. Воздушная петля. Далее вот эта вот цепочка с 3 воздушных петель. Раз, два, три. Мы в третью петлю подъема провяжем столбик без накида. Вот таким способом у нас образовалась 15-я вот эта филейная сеточка. Вот эту 13 филейная сеточка мы закончили. Делаем петлю подъема, вяжем столбик без накида, столбик с одним накидом предыдущего ряда, провязали. Далее вот подарочку мы вяжем 3 столбика без накида. Раз, два. Провязываем 3 столбика без накида вот под воздушную петлю. 4-й столбик без накида мы провязываем столбик с одним накидом предыдущего ряда. Дальше опять под арочку мы вяжем 3 столбика без накида. 2, 3. Столбик с одним накидом мы провязываем тоже столбик без накида. Получается как бы у нас 4. Итак, весь круг обвязываем до конца. Всего у нас должно получиться 60 столбиков без накида. Довязываем до конца. Вот последние 58 я связала, 59 и 60. 60 столбиков без накида. Первую петлю подъема мы провязываем соединительную петлю. Все. Еще один ряд мы обвязали. Следующий ряд у нас будем вязать 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. Это так называем 6. Для этого мы делаем 3 воздушных петли подъема. Далее делаем накид. В эту же петлю подъема мы провязываем столбик без накида. Таким способом. На крючке у нас 2 петли. Опять делаем накид. Опять в эту же петлю провязываем столбик с одним накидом. Так, на крючке у нас уже 3 петли. И затем одним приемом мы их протягиваем. Далее между ними мы вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И следующую шишечку мы уже будем провязывать 4-ю петлю, пропустив предыдущие 3 петли. Раз, два, 3. Вот мы 3 петли пропустили. 4-ю мы будем провязывать опять вывязывать шишечку. Провязываем сюда столбик с одним накидом. Вот мы связали. На крючке 2 петли. Второй столбик в эту же петлю. Еще один столбик с одним накидом. 3 петли у нас на крючке. Дальше последний столбик с одним накидом. У нас получается
4 петли на крючке. Общую макушечку соединяем. Далее опять 4 воздушные петли. Пропускаем опять 3 петли предыдущего ряда. 1, 2, 3. В четвертую. Раз, два, четвертую мы провязываем опять нашу шишечку. Опять таким же способом. Столбик с одним накидом. Вот так провязываем не до конца. 2 петли у нас. Опять накид. Опять в эту же петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Опять не до конца его провязываем. 3 петли. Опять накид. Опять в эту же петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Захватываем 2 петли. У нас 4 петли на крючке. Затем все 4 петли провязываем одним приемом. Таким способом мы должны провязать таких 15 шишечек. Каждую четвертую петлю предыдущего ряда вяжем. 1, 2, 3 пропускаем, в четвертую вяжем. И так вяжем весь ряд до конца. 13 шишечек я провязала. Вяжем 14-ю. 4 воздушных петли, накид. Пропускаем 3 петли предыдущего ряда. В четвертой провязываем нашу шишечку. Столбик с одним накидом. С общей петлей основания и с общей вершиной это называется. Провязываем столбик с одним накидом не до конца, оставляем 2 петли, опять накид. Опять провязываем не до конца столбик с одним накидом. 3 петли на крючке и третий столбик с одним накидом, тоже мы его провязываем не до конца. 4 петли и теперь закрываем общую вершинку. Вот 14 столбик с одним, 14 шишечек мы провязали. 15. 1, 2, 3, 4. Вот провязываем 15. Опять пропускаем 3 петли основания. Четвертую мы провязываем нашу шишечку. Две петли накида и третья. Все шишечки у нас, как я уже сказала, с общей петлей основания и с общей вершиной. Закрываем. 2 воздушных петли. Затем делаем накид. Петлю подъема, вот у нас здесь тут петля подъема. Вот 1, 2, 3. Мы провязываем полустолбик. Таким способом провязали. Вот последний арчик мы вязаем 2 воздушных петли и полустолбик и в третью петлю подъема. Следующий ряд у нас будет состоять из воздушных цепочек. Делаем петлю подъема, набираем 1, 2, 3, 4, 5 и столбиком без накида будем провязывать под каждую арку эти 5 воздушных петель. Опять 1, 2, 3, 4, 5 и следующий под арку столбиком без накида привязываем эти 5 воздушных петель. И опять набираем 5 воздушных петель. Столбиком без накида в соседнюю арочку провязываем столбиком без накида. Вот такие вот у нас арочки должны получиться. У нас их должно получиться 15 штук. Довязываем весь круг до конца. Я провязала 14 арочек, 15 арочку довязываем. 2, 3, 4, 5 и присоединяемся соединительной петлей вот сюда в первую петлю подъема. Так вот мы соединяем нашу арочку. Вот мы ее присоединили. Дальше мы будем обвязывать наши арочки. Делаем петлю подъема. Провязываем 2 столбика без накида под арочку. Затем делаем 3 воздушные петли. Опять в эту арочку теперь уже провязываем 3 столбика без накида. Это только в первую арочку. А все остальные арочки мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем делаем 3 воздушные петли, набираем. И в эту же арочку провязываем еще 3 столбика без накида. Всего мы в эту арочку с 5 воздушных петель провязываем 6 столбиков без накида, 3 воздушные петли. Вот у нас так как получается как пико. Опять провязываем следующую арочку
3 столбика без накида, 2, 3. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. И в эту же арочку мы провязываем еще 3 столбика без накида. Как бы привязываем наши петли. 2, 3. И обвязываем арочку. И так обвязываем весь ряд до конца. Заканчиваем обвязывать наши арочки. Дальше у нас мы перейдем уже ко второму полукругу. Вернее, к первому полукругу мы перейдем. Круг мы вот этот закончили вязать. Дальше у нас уже пойдет как бы полукруг. Уже начнем вязать леночную. Вот у нас петля подъема. Мы ее закрепляем соединительной петлей. Все, наш основной круг мы закончили. Я не сказала в начале видео, ссылку на схему вязания будет под видео. И ссылка на магазин, где можно купить крючки и пряжу. Давайте дальше разберем схему и будем вязать. Все вязание будет то же самое, только вот здесь мы закончили наше вязание. Отсюда мы начнем вязать уже следующий ряд вот этого нашего полукруга. В общем, начнем от этого кольца, мы начнем вязать наш полукруг. Вот место, где мы закончили. Дальше мы набираем 13 воздушных петель. Пропускаем вот это вот, как бы наше вот пико. И в следующее пико мы соединяемся соединительной петлей. Далее мы обвязываем наши эти воздушные петли. Затем над обвязкой мы вяжем опять филейную сеточку. Затем мы обвязываем эту филейную сеточку. Опять вяжем наши шишечки. И все точно так же, как мы делали в полном круге. Все делаем в той же последовательности. Давайте я вам покажу, откуда мы начнем наше вязание. Как я уже сказала, мы его вот здесь закончили. Вот. Отсюда мы его и начнем. Набираем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот эту вершинку мы пропускаем. Или арочка, как она правильно называется. И соединительной петлей мы присоединяемся за арочку, или за пико. Следующую арочку. Вот соединительной петлей мы присоединили нашу цепочку из 13 воздушных петель. Вот так это у нас выглядит. Вот здесь мы закончили наше вязание. Отсюда же мы набрали 13 воздушных петель. Пропустили вот эту арочку. И в следующую арочку под пико мы присоединили соединительной петлей. Далее мы будем обвязывать эту арочку. Точно так же, как и здесь. Столбиком с одним накидом. Для этого мы набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Работу переворачиваемся. Здесь мы никуда не прицепаемся и обвязываем эту цепочку 22 столбиками без накида. 1. Петля подъема это уже 23. 2. Цепочку до конца. Всего здесь должно получиться 22 столбика с одним накидом. Петли подъема это уже 23. Я довязываю 21, 22, 23 столбика с одним накидом. Мы закончили нашу вот эту обвязку. Присоединяемся вот к этому пико, к следующему, соединительной петлей. Все, присоединились. Дальше мы будем точно так же вот обвязывать уже филейную сеточку. Для этого мы набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Работу переворачиваем. Все ленты вяжутся поворотными рядами. Первый ряд, если вяжется по кругу, вернее первое начало элемента, то остальные все вяжутся поворотными рядами. Здесь мы никуда не присоединяемся. Вот сделали 3 петли подъема, затем еще 2, накид, пропускаем столбик предыдущего ряда и во второй столбик мы провязываем столбик с одним накидом.
Вот первую клеточку мы сделали. Опять 2 воздушных петли, накид. Опять одну петлю пропускаем, во вторую провязываем наш столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петли. И так обвязываем до конца. Всего у нас их должно получиться 11 вот таких клеточек. Довязываем наш полукруг до конца. Последнюю арочку довязываем 11-ю, 2 петли подъема, накид. И в третью петлю подъема, вот, 1, 2, 3, у нас третья петля подъема, мы провязываем столбик с одним накидом. И затем столбиком без накида мы присоединяемся вот в это пико. То есть у нас здесь вот начало здесь присоединено, только следующий пико присоединяем столбиком без накида. Все, мы присоединили наше вязание. Дальше мы эту филейную сеточку будем обвязывать. Сворачиваем работу. Здесь у нас воздушной петлей как бы служит вот этот столбик без накида, который мы присоединили. И далее начинаем нашу обвязку. Провязываем под каждую арочку 3 столбика без накида. Раз. В этот столбик без накида мы не провязываем, потому что у нас вот это все, что мы соединили, она как раз вот все считается. 2, 3. Четвертый столбик без накида мы провязываем столбик с одним накидом предыдущего ряда. И опять под арочку мы провязываем 3 столбика без накида. Столбик с одним накидом мы провязываем столбик без накида. Итак, мы под каждую арочку вяжем 3 столбика без накида, столбик с накидом, одну тоже вяжем столбик с накидом. Обвязываю последнюю арочку, также сюда под арочку из воздушных петель 3 столбика без накида, 2, 3, в петлю подъема 4 столбик без накида. Арочки мы наши обвязали. Дальше мы будем вязать шишечки. Здесь мы никуда не прицепаемся. Опять делаем 3 петли подъема. Работу переворачиваем и начинаем вывязывать наши шишечки. Накид. В эту же петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Не довязали. Еще накид, еще один столбик с одним накидом провязываем. Мы его не довязали. 3 петли, закрываем общую вершину. Дальше у нас идет 4 воздушные петли. Здесь мы пропускаем только одну петлю и вторую провязываем, но вывязываем новую шишечку. Точно так же столбик без накида, до конца его не провязываем. Следующий столбик без накида в это же основание. И последний столбик без накида в это же основание. 4 петли на крючке. Засыпаем. Дальше опять 4 воздушных петли. Здесь мы пропускаем 1, 2, 3, 4. И 5-ю петлю мы провязываем. Всего у нас здесь должно получиться 11 шишечек. Опять также 5-ю петлю мы провязываем нашу шишечку. 2 столбика с накидом, 3 столбик с накидом. Мы его как бы до конца не довязываем. На петле у нас, на крючке у нас 4 петли. Соединяем в одну петлю. Далее опять 4 воздушные петли. Все делаем как в целом круге делали, вязаем до конца. Как я уже сказала, 11 шишечек должно получиться. Завязываем последнюю шишечку. 1, 2, 3, 4. 11 шишечка у меня. 1, 2, 3, 4. Вот сюда 5-ю петлю я провязываю эту шишечку. Раз. Столбик с одним накидом провязываю. До конца мы его не провязываем. 2. И 3. До конца не провязываем. Все соединяем одной петлей. Далее опять набираем 2 воздушные петли. И все это наше вязание мы прицепим вот к этому пико. Вот это здесь прицеплено, а это вот к этому пико. Столбиком без накида мы провязываемся. Вот таким способом мы провязались. Дальше мы будем обвязываться.
Дальше у нас пойдут арочки. Работу поворачиваем. Здесь воздушную петлю не делаем, поскольку у нас вот этот столбик без накида провязан. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И под каждую арочку присоединяемся столбиком без накида. Опять 5 воздушных петель. 5. И следующую арочку столбиком без накида. И так довязываем до конца. Всего у нас вот таких арочек должно получиться 10. Довязываем арочки. Вот 10-я арочка. 4, 5. 10-я арочка. И 11-я арочка у нас 1, 2, 3, 4, 5. Вот эту последнюю 11-ю арочку мы присоединяем столбиком без накида вот в это пико. Таким способом мы привязали как бы наш вот этот полукруг. Дальше мы начнем обвязывать. Работу поворачиваем. Здесь у нас нет воздушной петли, потому что мы присоединились столбиком без накида. И начинаем обвязывать. Здесь вяжем, как и в полном круге, 2 столбика без накида. Затем пико или арочку из 3 воздушных петель, как здесь правильно назвать. Дальше опять 3 столбика без накида, все в эту же арочку. Вот. Первую арочку мы обвязали, переходим ко второй. Здесь мы уже 3 столбика без накида, затем цепочку из 3 воздушных петель набираем. И в эту же арочку мы провязываем еще 3 столбика без накида. И так обвязываем наши арочки до конца. Это наш последний ряд в этом полукруге. Дальше мы будем вязать следующий полукруг. Вяжем нашу последнюю арочку и будем дальше вязать следующий полукруг. 2, 3, 1, 2, 3. Вот. Еще 3 столбика без накида. Вот мы обвязали последнюю арочку. Дальше мы столбиком без накида прицепаемся в это же пико, в который был прицеплен наш предыдущий ряд. Вот. Закрепляемся столбиком без накида. Вот таким способом мы закрепились. Вот этот третий как бы мотив уже пойдет. Вот мы здесь закрепились. Дальше нам нужно вернуться к этому пико нашей обвязки. Делаем 2 соединительные петли, перейдем вот к третьему столбику без накида, вот этой нашей последней арочки, и отсюда мы провяжем, наберем 12 воздушных петель и присоединимся вот к этому пико. Далее мы делаем все точно так же, как в предыдущем полукруге. Вот мы присоединились. Работу поворачиваем и соединительными петлями. Вот первая соединительная петля у нас будет. Вот вторая. Мы дойдем вот до этого места. И дальше мы наберем 12 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Как бы вот так их смотреть, то мы присоединиться должны вот к этому пико. Работа у нас перевернутая, значит вот с этой стороны мы соединительной петлей присоединяемся вот к этому пико. Как бы вот этот один лепесточек пропускаем, до которого дошли, и присоединяемся к соседнему лепесточку. Это будет вот так выглядеть. Далее мы обвяжем нашу цепочку эту 20 столбиками без накида. Здесь уже меньше получается. Для этого наберем 3 воздушные петли. Это уже 22-я она у нас будет считаться. И затем 21 столбик без накида провяжем. В работу и провязываем под арочку 20 столбиков без накида. 2, 3. И так обвязываем до конца. Довязываем 20 столбик у нас без накида под эту арочку.
вернее с одним накидом. Довязываем 20 столбик с одним накидом под арочку. Вот провязали 20 столбиков с одним накидом. Дальше нам нужно вот это все присоединить. Мы столбиком без накида присоединяемся опять вот в эту же пико, в которую присоединяли вот эту нашу арочку до этого. Вот мы сюда столбиком без накида присоединяемся. Таким способом мы присоединились. Дальше мы опять начинаем вязать филейную сеточку. Далее мы делаем уже только 2 петли подъема, поскольку третий у нас считается этот столбик без накида, который мы провязали. 1, 2. Работу переворачиваем. Набираем еще 2 воздушных петли нашей арочки. Делаем накид. Пропускаем одну петлю предыдущего ряда и во второй провязываем столбик с одним накидом. Далее опять 2 воздушных петли, накид, пропускаем одну петлю и вторую провязываем столбик с одним накидом. Вяжем такую филейную сеточку. Всего у нас должно получиться 10 таких вот квадратиков. Довязываем до конца. Обвязываем всю филейную сеточку до конца. Должно получиться 40 столбиков с одним без накида. Довязываем до конца. Обвязываем до конца нашу филейную сеточку. 1, 2, 3. Четвертый мы провязываем вот сюда. Далее у нас пойдут такие шишечки. Мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И присоединяемся столбиком без накида. Вот в это пико. Вот в это пико. В следующем присоединяемся столбиком без накида. Работу поворачиваем, продолжаем вязать нашу шишечку. Накид. В эту же петлю мы провязываем столбик с одним накидом. До конца не провязываем. Опять еще накид. Опять столбик с одним накидом. 3 петли. Общую рисунку закрываем. Опять делаем 4 воздушные петли. В предыдущих вязаниях делаем накид. Пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в пятую провязываем нашу шишечку. Всего должно их получиться 10 таких шишечек. Довязываем последнюю 10-ю шишечку. Накид. Вот сюда мы ее провязываем. 1, 2, 3. Провязали последнюю шишечку. Дальше набираем 2 воздушные петли и провязываемся столбиком без накида вот в эту пико. Провязались, закрепили наше вязание. Способом мы закрепили наше вязание вот в эту пико. Дальше мы будем обвязывать. Далее мы будем вязать арочки. Разворачиваем, набираем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида прикрепляемся в арочку из 4 воздушных петель. Опять набираем 5 воздушных петель. В арочку прикрепляемся столбиком без накида. Так обвязываем всю филейную сеточку до конца. Всего таких арочек у нас должно быть 10. Вот. Довязываю 9-ю арочку. 4, 5, 9-я арка. И вяжем 10-ю арочку. 2, 3, 4, 5. Эту арочку мы будем присоединять вот в эту впадину нашего целого цветка. Вот в середку между пико мы провяжем столбик без накида. Мы соединим эту арочку 5 воздушных петель. Вот так у нас такой получится прикреп. Далее работу переворачиваем и начинаем обвязывать вот точно так же, как все здесь. Здесь 2 столбика без накида мы вяжем. Поскольку у нас уже столбик без накида здесь есть, прикрепились мы 3 воздушные петли.
И опять 3 столбика без накида в эту же арочку. Переходим в следующую арочку. Точно так же. Сюда 3 столбика без накида. 2, 3. Цепочку из 3 воздушных петель. И опять в эту же арочку 3 столбика без накида. И так мы все обвязываем до конца. Все наши арочки обвязываем до конца. Довязываем нашу арочку последнюю до конца. Это наш третий второй полумотив. Первый у нас был целый мотив. 3. Далее 3 воздушных петли. И еще 3 столбика. Раз. 2. И третий столбик без накида мы провязываем вот в эту же петлю, в которую прикреплялись вот эту петлю подъема. Это наш пико. Мы в него провязываем столбик, третий столбик без накида, вот этой обвязки. Мы закончили вязать второй полумотив. Дальше у нас пойдет третий. Как бы принцип уже вязания понятен. Я не буду дальше вязать, потому что все мотивы одинаковые. Покажу сейчас, как переход на следующий будет. Продолжаем наше вязание вот отсюда. Набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали. Работу переворачиваем и прицепаться мы будем к этому же полумотиву, который только что связали. Прикрепляем эту воздушную цепочку из 12 воздушных петель. Вот. 1, 2, 3. Третий столбик без накида соединительной петлей. Прикрепились. Дальше мы все вяжем точно так же, как здесь. Сейчас я вам покажу, чтобы не вязать. На схеме объясню, как это будет выглядеть. Вот мы провязали целый мотив. Вот к нему связали один мотив, второй. И вот от этого второго мотива мы сейчас начали вязать третий. Вот мы прикрепились к этому пико. Набрали цепочку из 12 воздушных петель. Прикрепились вот сюда столбик без накида, третий столбик без накида. Далее мы начинаем обвязывать цепочку. Здесь никуда не прикрепляемся, набираем 3 воздушных петли и обвязываем цепочку столбиком без накидов. Затем вот этот столбик без накидов заканчиваем. До конца, видите, тут несколько петель не провязывается. Вернее, столбиками обвязываем эту цепочку столбиками с одним накидом. И затем их прикрепляем вот в серединку между нашими вот этими арочками столбиком без накида. Мы ее как бы прицепаем. Далее мы набираем 2 воздушные петли и делаем вот эту филейную сеточку. Филейную сеточку мы тоже прицепаем вот сюда, вот третий столбик с одним накидом. Даже, наверное, как бы подарочку получается, вот под пико получается. Затем мы обвязываем эту филейную сеточку. Здесь мы набираем 3 воздушных петли, вяжем наши шишечки. Затем 2 воздушных петли набираем и столбиком без накида присоединяемся вот под это пико. Затем мы делаем, вяжем вот эти арочки из воздушных петель. Арочку мы присоединяем вот сюда. Значит, считайте, как бы вот ориентир здесь. 1, 2, 3. Вот сюда мы подсоединяем вторую петлю, наверное, второй столбик без накида. В общем, ориентируйтесь вот отсюда. Пошел у нас набор. Вот это пропускаем целый пико. И присоединяемся уже вот во вторую петлю столбика без накида следующего. Следующей это арочки пико. И далее начинаем обвязывать.
все эти арочки. Здесь мы прикрепляем столбиком, столбиком без накида. И далее мы от этого столбика без накида набираем опять 12 петель и точно так же их начинаем обвязывать. Все начинается как бы сначала. И так далее. Смотрите, например, здесь заканчиваете, вот заканчивается, дальше у нас присоединяться начинает уже вот сюда. Все начинает повторяться. Если мы сначала вот так, затем у нас к этой присоединялась к этому полукругу, затем мы к этому полукругу присоединили, затем мы присоединили вот к этому, к следующему полукругу. Ориентируйтесь на схему, смотрите присоединение, вот они, тут их хорошо очень видно, откуда набирается цепочка. И так вяжется все до конца, вам нужной длины. Вяжется пеленочной пружиной нужной длины. Ссылочку я уже сказала, я оставлю под видео на схему. Они очень интересно связались. Вот если нам перевернуть эту работу, вот так, например, юбку делать, как раз вот здесь вот этот еще кружок вывяжется. Вот он вот так вывяжется. И этот пойдет уже отсюда. И очень хорошо они будут соединяться между собой. Вот этот пикон, например, сюда. Можно крючком, можно иголочкой присоединять. Можно в такое расстояние делать филейную сетку между ними вязать. Главное, чтобы они были по размеру все одинаковые. Когда вяжете, следите вот именно за натяжением нитки, затем как вы вяжете, потому что может одну как-то потуже связать, другой послабее. И получится, что одна лента короче, другая длиннее, или там шире, другая уже. Это тоже влияет. Крючок не меняйте, если у вас этого не требуется, чтобы получились одинаковые ленты. Вяжите с удовольствием. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Всем отвечу. Всего доброго.